Где-то очень далеко в космосе происходят редчайшие космические события. В этот раз Вселенная пригласила землян на грандиозное световое шоу. Это большое, значимое для астрономов событие происходило на расстоянии 130 миллионов световых лет от Земли, в галактике NGC 4993 в созвездии Гидры. Две древних и могущественных звезды возбудили свой танец, который начался 11 миллиардов лет назад. Их накаленное до предела состояние и постоянное напряжение порождают что-то новое. 17 августа 2017 года лазерная интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория Лига и франко-итальянский детектор гравитационных волн Вирго впервые зафиксировали рябь в ткани пространства-времени на столкновение двух нейтронных звезд. Примерно через 2 секунды после этого космический гамма-телескоп НАСА Ферми и астрофизическая гамма-лаборатория ESA Интеграл наблюдали короткий гамма-всплеск в той же области неба. Ученым редко выпадают случаи стать свидетелем начала новой эры в науке. Это один из таких случаев. Гравитационные волны, создающиеся движущимися массами, являются маркерами самых жестоких событий во Вселенной и возникают при столкновении плотных объектов, такие как черные дыры или нейтронные звезды. Их существование было предсказано еще в 1916 году Альбертом Эйнштейном в общей теории относительности. Однако зафиксировать гравитационные волны удалось только спустя 100 лет, поскольку только самые мощные из этих волн, обусловленные быстрыми изменениями скорости очень массивных объектов, могут быть зарегистрированы современными приемниками. До сегодняшнего дня было поймано 4 сигнала гравитационных волн. Трижды Лига в одиночку фиксировала рябь пространства-времени, а 14 сентября 2017 года впервые гравитационные волны были пойманы сразу 3 детекторами. Более 70 обсерваторий по всему миру, а также космический телескоп НАСА Хаббл принялись наблюдать этот район неба в поисках новых источников излучения. Первое сообщение об обнаружении нового источника света поступило спустя 11 часов с метрового телескопа СВОП. Оказалось, что объект находится очень близко к линзированной галактике NGC 4993. Это старая галактика, и большинство звезд уже давно взорвались, оставив позади черные дыры и нейтронные звезды. По мере того, как ночь двигалась по земному шару на запад, объект наблюдался на Гавайских островах телескопом Pan-STARRS, причем была отмечена его быстрая эволюция. Вспышка столкновения двух нейтронных звезд галактики NGC 4993 хорошо видна на снимке космического телескопа Хаббл. Наблюдения, проведенные с 22 по 28 августа 2017 года, показывают, как она постепенно исчезала. Эти две нейтронных звезды вращались все ближе друг к другу и кровоточили гравитационными волнами. Выбрасывая большие вспышки гамма-излучения, две звезды объединились и, взорвавшись в 1000 раз ярче, чем при создании типичной сверхновой, образовали Келиновую. Почти одновременная регистрация гравитационных волн и гамма-лучей от новой GV170817 породила надежду на то, что это и есть давно разыскиваемая Келиновая звезда. Подробные наблюдения на инструментах ESA и космическом телескопе Хаббл действительно обнаружили у этого объекта свойства, очень близкие к теоретическим предсказаниям, сделанные более 30 лет назад. Таким образом, получено первое наблюдение, подтверждающее существование Келиновых звезд. В результате слияния двух нейтронных звезд и взрыва Келиновой происходит выброс радиоактивных тяжелых химических элементов, такие как золото, платина, селен, барий, неодим, эрбий и другие, разлетающихся со скоростью в 1/5 от скорости света. В течение нескольких дней они летят быстрее, чем при любом другом звездном взрыве. Спектры, полученные инструментами на очень большом телескопе ESA, показывают присутствие цезия и телура, выброшенных в пространство при слиянии нейтронных звезд. Эти и другие тяжелые элементы рассеиваются в космосе после взрыва Келиновых. Таким образом, наблюдения указывают на формирование элементов тяжелее железа при ядерных реакциях в недрах сверхплотных звездных объектов. Этот процесс называется R-нуклеосинтезом, который раньше был известен только в теории. Такое открытие ознаменовало рассвет новой эры в космологии. Теперь мы можем не только слушать, но и видеть события, порождающие гравитационные волны. В краткосрочной перспективе анализ новых данных позволит ученым получить более точное представление о нейтронных звездах, а в будущем наблюдения подобных событий помогут объяснить постоянное расширение Вселенной, составы темной энергии, а также происхождение самых тяжелых элементов в космосе. Ну на этом все. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте палец вверх. До следующих эпичных выпусков. Пока.